Всем привет, ребят, это третий выпуск полной контры. Ща кого-нибудь законтрим. Этот выпуск будет посвящен одному из самых опасных кэрри в доте — Урсе. У Урсы один из самых больших винрейтов в доте, при этом пикается она не так уж и часто. Из-за этого многие игроки так и не могут привыкнуть к тому, как против нее играть. Давайте как-то с этим разберемся. Первое, в чем нужно убедиться, это не собирается ли Урса забрать Рошана на первом уровне. Намеком на то, что подобное может случиться, служит следующий герой в пике противника — Висп, Врейс Кинг, Лич, Винтер Вайверн. Видите кого-то из этих героев вместе с Урсой? Берем свою команду в охапку и бежим на Рошана. Если Урса там, то забираем и Урсу, и ее друзей. Может случиться так, что они успели сильно побить и Рошана. В таком случае можем и его забрать. В таком случае победа у нас уже почти в кармане. Но далеко не всегда Урса идет забирать Рошана на первом уровне. Чаще она пытается сделать это намного позже. Поэтому давайте для начала разберемся, каких героев лучше всего пикать, играя против Урсы. Если мы стоим в миде, то герои, которые будут здорово чувствовать себя в игре против Урсы, это Коп, Пак, Виндрейнджер или Шторм Спирит. То есть мобильные герои, которые могут менять позицию в драке. Урса милишник, и ей тяжело бороться с такими персонажами. А вот весьма популярные мидеры типа Shadow Fiend, Лину, Лишака или Пуджа — это как раз таки еда для Урсы, и их лучше не пикать. Если мы находимся на позиции кэрри, то лучшие варианты — это иллюзионисты. Фантом Лансер или Нага оба достаточно хороши. У Урсы начинаются большие проблемы с иллюзиями, так как у нее нет сплэша или АОЕ урона, чтобы их убивать. Также хороши маневренные кэрри типа Морфа, Мирана, Эмбер Спирита или Вивер. Еще несколько вариантов, которые здорово показывают себя против Урсы. Вайпер, который отлично смотрится против любых милишников за счет своих замедлений. Воид, его купол контрит Урсу более чем полностью, плюс у него есть встроенный баш и уворот. И Тролль. Врожденный баш очень сильно помогает бороться с Урсой. К тому же у Тролля есть промахи, которые не дают Урсе жить вплоть до покупки БКБ. Старайтесь отказаться от кэрри типа Дроу Рейнджер, Бон Флетчер, Лайтстиллер, Гирокоптер, Луна и подобных. Урса таких на обед кушает. При игре за саппорта способов помешать Урсе больше, чем может показаться. Во-первых, стоит помнить, что Урса наносит урон только физикой. То есть такие герои, как Пугна, ее Decrepify, Виверна и ее Cold Embrace и, конечно же, Omni-Knight с его ультимейтом контрят Урсу очень серьезно. Во-вторых, Урса милишник, а значит, ей крайне неприятны любые замедления и станы, которые мешают добираться ей до целей. В связи с чем отлично смотрятся такие персонажи, как Тускар, Виномансер, Бестмастер, Shadow Demon. О Shadow Demon нужно сказать подробнее. Мало того, что этот персонаж может прятать союзников от Урсы, он также крайне сильно мешает Урсе своим ультимейтом. Ультимейт Shadow Demon замедляет даже через БКБ, к тому же он снимает с Урсы эффект ее ультимейта. Также против Урсы замечательно смотрятся те герои, которые могут остановить ее на долгое время даже в БКБ. К ним относятся Бейн, Энигма, Бэтрайдер, Сирена и Триант Протектор. Саппорты, которым не стоит пытаться играть против Урсы, это Apparition, Visage, Crystal Maiden, Disruptor, SkyMag, Silencer и подобные. Важный момент — это правильный закуп против Урсы. На кэрри героях старайтесь покупать предметы, которые дают защиту, то есть Шиву или Кирасу. На саппортах приобретаем фрустафы и гостстафы. Также не помешает медалька, которую позже мы переделаем в соло-крест и будем вешать его на Урсу. Неплохим выбором может быть Роту Фатос. Последним пунктом программы становится игра против Урсы. В общем, главная задача команды, играющей против Урсы, это помешать Урсе забирать Рошанов. Урса способна убить Рошана уже в районе 5-6 минуты с 5 уровнем и одной лишь Морбет маской в инвентаре. Поэтому обязательно стараемся следить за тем, что делает Урса. По возможности ставим варды на территорию, где фармит Урса. Один вард стараемся все время обновлять у Рошана. Если Урсы нет на линии и нет в лесу, это значит, что она отправилась на Рошана. Быстрее бежим проверять. Очень хорошо, если в нашей команде есть Чен или Ланая. Чен может отправить одного своего крипа постоянно стоять на Рошане, а Ланая может поставить там ловушку. Таким образом мы всегда будем в курсе, не бьет ли Урса Рошана прямо сейчас.
Ну, теперь и Урсе у нас полная контра. Осталось еще 105 выпусков, правда, записать, но я это обязательно сделаю. Всем пока.